Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео одни из интереснейших цветов – цветы из органзы. Несколько раз меня просили показать, как сделать колокольчики из органзы. Я решила расширить эту тему и в одном видео показать вам, как на основе одной базовой формы можно сделать 4 разных вида нежнейших цветов. Работа непростая, но очень интересная. Я постараюсь показать и рассказать вам все нюансы и тонкости. Нам понадобится лента из органзы шириной от 2 см. Для таких цветов также прекрасно подойдет органза с градиентом. Нитки соответствующих цветов и бесцветная мононить. Шапочки для бусин, флористическая проволока и флористическая лента. Итак, начнем. Первый цветок – базовая форма, на основе которой сделаны 3 последующих вида цветов. В зависимости от ширины ленты для одного цветочка ее потребуется разная длина. Об этом чуть позже, а для одного цветка из ленты шириной 2 см нам понадобится 90 см ленты. Заворачиваем край ленты и закрепляем зажигалкой. Ленту складываем в любую из сторон. Далее складываем длинный край ленты и получаем вот такой треугольничек. Треугольник складываем внутрь. Все уголочки должны лежать ровно. Это наш первый лепесток. Его мы нанизываем на нить. Далее продолжаем складывать такие же треугольнички. Складываем длинный край ленты, получаем снова такой же треугольник. Складываем его внутрь. Складываем ленту, снова получаем треугольник. Края складываем внутрь. Получили второй лепесток. Также нанизываем его на нить. Лепестки мы не шьем, просто нанизываем на иглу. Продолжаем складывать ленту. Собирать на нить можно каждый отдельный лепесток. Я предпочитаю сложить ленту в 2-3 этапа и после этого собрать лепесточки на нить. Ленту складываем аккуратно и ровно, не торопимся. Все уголочки должны быть одинаковыми и ровными. Каждый лепесток на нить собираем в 2 прокола. Ленту вы можете складывать в любую из удобных сторон, как вправо, так и влево.
Я предпочитаю вот так сложить ленту и только после этого собрать лепестки на нить. Не забывайте о том, что лепесточки на нить собираем не только по краю, а каждый лепесток в 2 прокола. Сначала один край, затем второй. Вот что у нас получается. Продолжаем складывать ленту. Хочу рассказать о том, как же рассчитать длину ленты, необходимую для одного цветочка. Примерное количество лепестков в таком цветке 18-22. Один лепесток – это 2 ширины ленты. К примеру, ширина вашей ленты 2 см. На один лепесток понадобится 4 см ленты. Если лента шириной 3 см, на один лепесток уйдет 6 см ленты. Лента шириной 4 см, один лепесток – это 8 см ленты. Плюс к конечной длине добавляем 5-7 см ленты. Так как лента – это не бумага, она будет скользить и погрешность всегда будет. Собираем лепесточки на нить, каждый лепесток в 2 прокола. Продолжаем складывать ленту. Выравниваем уголочки. Сложность этой работы заключается в том, что органза скользкая, и в процессе складывания ленты с ней не так легко справиться. Нанизываем последний лепесток. Лишнюю ленту срезаем, либо подворачиваем край и нанизываем последний лепесток.
Соединяем первые и последние лепестки. Замыкаем круг. Я прошиваю несколько первых лепестков вперед. После этого цветочек стягиваем и сшиваем, но сшиваем только после того, как все швы расправлены. Швы нигде не должны западать. Если нужно, подтягиваем их вверх иголочкой. Цветочек прошит. Расправляем лепесточки и собираем на нить его внутренний диаметр. Начинаю собирать с первого и последнего лепестков. Здесь можно использовать бесцветную мононить. Лепестки прошиваем внутри, но максимально близко к верху, чтобы нитки не были видны. Все лепесточки собраны. После этого мы их стягиваем. Равномерно распределяем по нити. Лепесточки стянуты, фиксируем нить. Иглу я вывожу с обратной стороны и вновь прошиваю цветочек нитью. Первый цветочек практически готов. Это наша базовая форма. Форма, из которой мы будем делать все последующие цветы. Теперь мы оформим стебель. Для него мне понадобится флористическая проволока диаметром 1 мм и шапочка для бусин. Возьму немного флористической ленты. Ленту разрежу наполовину, чтобы на проволоке она укладывалась тоньше.
Длина используемых мной стеблей примерно 8-10 сантиметров. Надеваю шапочку для бусин и на кончике проволоки делаю петлю. Остается закрепить проволоку и приклеить цветок. Вот теперь наш цветочек полностью готов. В такой цветок на этапе сборки внутреннего диаметра можно добавить немного тычинок. Приступаем ко второму виду цветов из базовой формы. Берем заготовку и соединяем верх с низом. Несмотря на видимую нежность всех этих цветов, они получаются очень плотные и упругие. Аккуратно соединяем верх и низ цветочка, чтобы швов нигде не было видно. Так как такие цветы изумительно выглядят и без тычинок. Цветочек готов, оформим стебель. Третий вид цветов – колокольчики. Возьмем базовую форму, первый цветок, и нам понадобится прозрачная мононить. С помощью мононити будем собирать лепесточки по внешнему краю. Собираем на высоте чуть ниже той, на которой стянут внутренний диаметр цветка.
Каждый лепесток я собираю на нить в 2 прокола. Все лепесточки собираем на нить на одной высоте. Собираем так, чтобы нить нигде не была видна. Нанизываем лепестки чуть ниже собранного внутреннего диаметра цветочка. Замыкаю круг, прокалываю несколько первых лепестков. Равномерно распределяю их по нити и стягиваю. Пока лепесточки не примут соответствующую форму колокольчика. Закрепляю нить. Также вывожу ее с обратной стороны цветочка. Расправляем лепесточки. И оформляем стебель. Колокольчики готовы. И четвертый вид цветов — красивейшие нежнейшие бутоны, которые мне напоминают маленькие тюльпанчики. Воспользуемся базовой формой и прозрачной мононитью. Здесь мы будем собирать лепестки изнутри по краю. Каждый лепесток собираем на нити в 2 прокола, немного ниже верхушки лепестков.
Лепесточки собраны. Замыкаю круг. Прошиваю несколько первых лепестков. Равномерно распределяю лепестки по нити и стягиваю. Стягиваем настолько, насколько вы хотите, чтобы бутончик был закрыт. Закрепим нить. Вывожу ее с обратной стороны цветочка. Бутончик готов. И его мне хочется украсить зелеными листиками. Листики я сделаю из органзы шириной 1–1,5 см. Складываю ленту и зажимаю край пинцетом. Срезанный край скрепляю зажигалкой по всей длине. Выгибаю листик. Подклеиваю листик к бутону. И оформляю стебель. Нежные бутончики готовы. Вот такие 4 вида цветов из одной базовой формы у меня сегодня получились. Я надеюсь, это видео вам понравилось и показанные цветы украсят ваши оригинальные работы.